В рамках курса «Экономика домашней кондитерской» я решил рассказать о 5 основных ошибках новичков. Эти ошибки в той или иной степени связаны с финансовой частью. Сразу к делу. Первая ошибка – это занижение цен на старте работы. Как рассуждает начинающий кондитер? Я еще не суперпрофессионал. Сейчас поставлю цену подешевле, это привлечет клиентов, я научусь, а затем цену подниму. Вроде бы логика в таких размышлениях есть. И не все видят проблему в таких рассуждениях. Ставя очень низкую цену, вы собираете, мягко говоря, не самых лучших заказчиков. Те, кому нужно подешевле, не останутся вашими клиентами после повышения цен. Вы столкнетесь с волной негатива. Чё так дорого стало? Я в прошлом году брала в 2 раза дешевле, зажрались совсем, цены ломит, качество не поднимается. И все в таком духе. Вы попадаете в замкнутый круг невыгодных для себя заказов. Новых заказчиков придется искать заново, под новые цены. Это займет какое-то время. Количество заказов сократится, а любители подешевле будут лишь негативить и требовать старой цены. Так что ничего хорошего из этого не выйдет. Конечно, есть и другая крайность. Супервысокая цена при отсутствии опыта. Но за это каждый отвечает перед собственной совестью сам. Решить дилемму цены и опыта нужно так. Первое. Нельзя работать в убыток. Второе. Делайте проработки, и вот их можно продавать немного дешевле. Но обязательно указывайте, что это проработка десерта. И именно поэтому и только один раз цена ниже. В таком случае все получаются в плюсе. Заказчик получает дешевле, вы окупили продукты и подняли свой навык. Обычно о проработках мы сообщаем наперед и ищем заказчика заранее. И это обговаривается. Что мы будем готовить, это впервые. Именно этим обусловлена цена, а не тем, что у нас всегда низкие цены. Еще к проработкам можно отнести приготовление десерта для фотосессии. И опять же, продавая такой десерт дешевле, вы возвращаете часть цены, а клиент понимает, что это приготовлено для фотосессии, а не для него лично. Ну и проработки для благотворительности. Чтобы найти первых клиентов в чужом городе, я готовил капкейки и просто раздавал их за подписку в соцсетях. Так я получил первых подписчиков в обмен на опыт приготовления, а затем и первых клиентов. Вторая ошибка часто вытекает из последствий первой – изменения рецептуры. Очень часто это происходит из-за попыток удешевить рецепт под влиянием заказчиков из разряда подешевле. Я не говорю, что нельзя заменять одни продукты другими. Заменять можно, но с умом. И примите факт, что вы получаете другой рецепт. И не нужно удивляться, что итог не такой, как вы рассчитывали. Решение, как и в первом случае, это проработка. Никогда не берите ответственные заказы, в приготовлении которых вы не уверены. Поверьте, испорченная репутация стоит в разы дороже, чем доход от этого заказа. Есть еще один момент. Это изменение рецептуры по желанию заказчика. Сделайте такой же, только сахара добавьте поменьше. Сахар в рецепте отвечает не только за сладость. Огромное влияние он оказывает на консистенцию теста. Он вступает в реакцию с другими продуктами. Так что простое уменьшение может привести к плачевным результатам. Ваше правило должно быть таким. На заказ только проверенные рецепты и точка. Все изменения сначала в проработку. Следующая ошибка – это неправильно подобранный ассортимент. Изучайте рынок. Да, хочется делать крутые муссовые геометрические торты, покрытые велюром. И такие заказы встречаются, и за них готовы платить хорошие суммы. Но мы говорим о начальном уровне. Вас никто не знает. Вам придется доказывать свою экспертность.
Специализируясь на чем-то супер эксклюзивном, вы можете так и не дождаться своего клиента. В этом вопросе невозможно дать четкий план действий. Здесь понадобится ваша способность общаться с людьми и понимание региона. К примеру, в небольшом городе или сельской местности, где численность населения не такая большая, будет трудно продавать тортики, которые все готовят дома. Наполеон, медовик, сырник. А вот торты с мастичными фигурками или съедобной печатью, которые каждый не сможет дома приготовить, будет получаться продавать. Дни рождения у детей празднуют в любом случае. Один удачный праздник и сарафанное радио сделает свое дело. Несколько лет назад нам заказали торт на 1 сентября для частной школы. Основная сложность таких заказов не в размере торта, а в том, что заказывает один, а угодить нужно всем. Тем более, что это дети и их родители. Так вот, после такого торта пришло очень много заказчиков с формулировкой. Попробовали в школе, всем очень понравилось, дети все съели, сделайте нам такой же вкус на день рождения. Проанализируйте, что может пользоваться спросом в вашем регионе. И с этого начинайте. А уже в процессе работы корректируйте свой ассортимент. В отдельный пункт я вынес дополнительные и обязательные услуги. Сейчас объясню. Были у меня заказчики, которые реально удивлялись, что у нас в цену все включено. Они рассказывали, что у другого кондитера за коробку, подложку, украшение торта они доплачивали отдельно. Я ставлю цену за килограмм торта. И при заказе мы оговариваем, что нужно сделать тортом на 2 килограмма. И расчет цены идет именно от 2 килограмм. Так вот, если в процессе приготовления из-за выравнивания, из-за украшения торт вышел на 2300, то брать доплату с клиента неэтично. Это ваша ошибка, и вам за нее отвечать. Понятно, что я не могу выдать торт без подложки и коробки. И эту цену я сразу закладываю в производство как расходный материал. С психологической точки зрения клиенту не хочется доплачивать. Это создает негативный осадок. Мы всегда говорим окончательную цену уже с коробкой, подложкой и украшением. Это решает множество проблем еще на этапе договоренности. Но тут есть исключение. В нашем случае это касается деталей, которые мы не делаем сами, а будем докупать. Игрушки, специфические мастичные фигурки, бутылочки с алкоголем. Все это оговаривается отдельно и сразу указывается цена. Также мы даем возможность заказчику привести детали самостоятельно. Но это еще не все. Отдельным пунктом являются живые цветы. Я не могу сказать, сколько будет стоить букет цветов через 2 недели или месяц. В таких случаях мы оговариваем сумму, до которой нужно вложиться. И в крайних случаях созваниваемся непосредственно в момент покупки цветов. Для украшения свадебных тортов живыми цветами их часто привозит сам заказчик, чтобы все было в одном стиле. Вывод. Постарайтесь не напрягать клиента кучей мелких скрытых платежей. Идеально назвать одну цену, которая включает все. Последняя ошибка на сегодня, но не последняя по значимости. Неумение отказать. Поначалу кажется, что нужно делать все для удержания клиента. Это не так. Есть много случаев, когда отказать просто необходимо. В первом пункте мы говорили про любителей дешевого. И как показывает практика, именно такие заказчики создают большую часть проблем. Все время вносят изменения, добавляют пожелания, всем недовольны, и вы в конце останетесь виноватыми. Научитесь отказывать. Научитесь брать паузу в переговорах. Если вы не готовы дать ответ сразу, скажите, что вам нужно время посчитать и все обдумать. Иногда отказываешь по предыдущим отзывам других кондитеров.
Иногда не берешь заказ от вредного клиента, хоть он и приходит снова. Это ваш бизнес, и вы вправе его вести так, как удобно вам. Нервы также дороже денег. Ясное дело, что отказывать нужно в вежливой форме или предлагать свой вариант и свои условия. Это частая практика, когда хотят торт прямо на сейчас. Если заказчик проспал сроки и хочет на завтра, на утро что-то нереальное, не стесняйтесь возвращать его в реальность. Тут вы хозяин положения. Я поступаю по ситуации. Если есть какой-то вариант, который мы можем сделать, успеть, не жертвуя технологией, я его предлагаю. Если не подходит, то отказ. Пример из моей практики. Фирма выводила на рынок новое лекарство, и они хотели сделать презенты фармацевтам нашего региона. Заказ на 60 тортов с их логотипом. Звучит отлично. Моя цена за килограмм их устраивает. Вот только тортики они хотели по 600 грамм. И не все сразу, а по одному или два в день на протяжении нескольких месяцев. Мы не делаем торты меньше 2 килограмм. Почему так? Думаю, догадались те, кто делали практику по расчету трудозатрат. Из второй лекции этого курса. Время приготовления торта на 600 грамм и торта на 2 килограмма практически не отличается. Так что работа съедает всю прибыль. Я отказал. Через неделю ко мне насчет распечатки съедобных логотипов обращается девочка, начинающий кондитер. Мы с ней поговорили насчет этого заказа. Это был именно он, я его узнал. И я рассказал, почему я отказал. Она же мне сказала, что будет пробовать. Через еще неделю она заказала второй логотип, но энтузиазма уже не было, чего и следовало ожидать. Один тортик на 600 грамм забирает у тебя почти весь день, а заработать на нем ты не можешь. Чтобы не попасть в такую ситуацию, обязательно пользуйтесь нашим курсом, считайте правильно и умейте вовремя отказать.